Всем привет, меня зовут Наташа, и в этом видео вы узнаете все секреты моей красоты. Ладно, нет у меня никаких секретов, вы просто узнаете, как я постриглась, как я не очень удачно покрасилась. Вообще всем будет очень интересно узнать мои секреты красоты, как я не очень удачно покрасилась. Еще расскажу, как мы открыли для себя натуральную косметику, какие посылки мы сейчас получаем. Наконец-то у меня во влогах тоже есть девчачья тема красоты и косметики. Ставьте мне за это лайки. Также я покажу историю стрижки Серафима. Обслужили ли особенного ребенка или отказали? Обязательно расскажу и даже покажу видео. А вы подписаны на наш инстаграм? Обязательно подписывайтесь, там мы выкладываем для вас наши фоточки и видео. Ссылка будет внизу под видео. Что сподвигло меня к переменам? То, что я немного отдохнула. Возможно, кое-что другое на меня повлияло. То, что я захотела за собой чуть больше ухаживать, об этом я расскажу чуть позже. На самом деле я достаточно часто, бывает, стригусь. Не жалею волос, потому что это все отрастет, и новая сухая, бесцвеченная солома отрастет заново. Нет, шучу, на самом деле сейчас я очень хочу отрастить волосы, которые будут не такие плохие, как были у меня до этого. В общем, на самом деле мне моя новая стрижка очень нравится. Напишите в комментариях, как вам. Надеюсь, вам понравится. И вы не напишите, что она ужасная, иначе я расстроюсь. Вот по поводу стрижки, она мне нравится очень. По поводу окрашивания все произошло неоднозначно. Она сначала осветляла мне корни, затем она меня тонировала. И в результате всего этого у меня получилось, верх у меня получился рыжий, а низ у меня получился фиолетовый. И когда она это увидела, она сама обалдела от такого результата. Ей пришлось тонировать меня еще раз. В результате у меня получился серый и фиолетовый. И вот эти фиолетовые концы, они снимались, наверное, недели 2. Как раз, слава богу, что у меня был запас видео. Я выкладывала старые видео на канале, и вы этого не видели, ужаса. Сейчас этот цвет, он фиолетовый смылся, я больше не красилась, но, тем не менее, цвет он неровный. То есть местами он желтый, местами он седой, но я надеюсь, что он также подсмоется, потому что еще раз краситься мне уже как-то неохота. Хотелось бы, чтобы рассосалось. Я думала, почему же так произошло. Можно все связать с тем, что это парикмахер очень бюджетного уровня, у нее и качество краски достаточно низкое. Ее цена, она привлекательная, очень низкая. Судите сами о бюджетности данного мастера. За стрижку себя, за стрижку Серафима, за осветление корней и тонирование всей головы я отдала 2000 рублей. Но суть в том, что у этого мастера очень много хороших отзывов, у нее много клиентов, большой опыт. Вот кто знает, это был ее косяк, не должна была получиться серо-бармалиновая, или это настолько просто непредсказуемый момент осветления, что это может случиться даже у самых опытных мастеров. Напишите, я буду ждать. Потому что мне опять надо идти осветлять корни, и мне бы хотелось бы это делать за эту копеечную цену. В общем, напишите мне, что она не виновата, и что я смогу к ней ходить красить волосы. Так, про стрижку Серафима. Вообще, я пыталась придать ему капельку стиля из-за того, что у него будет день рождения 2 июля, ему будет 2 годика. И я хотела как-то к этому событию его немножечко так сделать более модным. Немножко заранее у меня получилось, надеюсь, что у него все не отрастет. Стригла ее та же самая парикмахер, что и меня красила, и несмотря на то, что я не очень осталась довольна цветом своих волос, к Серафиму она отнеслась очень хорошо. Нашла ракурс, с которого можно подойти к ребенку, который не держит голову, потому что мы пробовали много разных поз, и она была совершенно не против, она очень хотела сделать Серафиму красивым. Я хотела сделать Серафиму стрижку молнией, как это делают сейчас мальчишкам. Из-за того, что Серафим блондин, это не очень оказалось хорошо видно, но, тем не менее, мне кажется, что ему идет, когда у него на голове что-то имеется, какая-то прическа, и я планирую в дальнейшем это поддерживать.
Сейчас Серафим болеет, не очень хорошо себя чувствует, сейчас он спит. Его стрижку я покажу чуть позже, когда ему будет лучше. Так что никакого брезгливого отношения к особенному ребенку в парикмахерской не было, и это доказывает, что добрых и адекватных людей в мире гораздо больше. Ставь лайк, если ты именно такая. Или такой. У меня, между прочим, 8% подписчиков — это мужская аудитория. Но на самом деле я подозреваю, что это просто жены с аккаунтов своих мужей. Так, сейчас я расскажу вам про натуральную косметику. Как вы уже заметили, на нашем канале появилась не только монетизация, но и обзор различных товаров. Это когда поставщики нам присылают различные товары, а я оставляю себе товары и за это показываю их на своем канале. В основном те обзоры, которые вы видели, это те поставщики, которых я находила сама. Я им писала, что мне очень нужен этот товар, мол, позвольте мне показать на своем канале. Практически все отказываются, потому что никогда не имели с этим дела. Но были те, кто соглашались. Это, например, коврик Домана, горка Домана, развивашки от Игра Сити. Это вещи, которые действительно нам очень нужны, и поставщики пошли навстречу и нам их прислали. Но бывают те ситуации, когда меня находят поставщики и предлагают свои какие-то товары и условия. Тут я выключаю функцию «глаза заведущие, руки загребущие». В общем, я включаю избирательность для того, чтобы не захламлять ни канал, ни квартиру. И я стараюсь соглашаться в том случае, что действительно этот товар нам нужен. Мне было несколько предложений по поводу косметики, я по поводу всего отказывалась. Но сегодня будет именно про косметику, и как так вышло, я сейчас расскажу. После того, как я сняла видео, где рассказываю, что у Серафима аллергия, что я хочу максимально убрать химию из нашей жизни, то со мной связалась девушка Татьяна, представитель интернет-магазина натуральной косметики «Биомания». Мы с ней познакомились, пообщались, как-то нашли какой-то общий язык, просто начали как-то, я не знаю, дружить, потому что до этого поставщики косметики, они просто как бы выставляют, что ли, условия, там, ну, как-то все вот схематично, так четко, там, они присылают товар, потом там люди, когда делают заказ, мне там какой-то процент, потом мне какие-то там скидки на их заказы. Ну, в общем, как-то все конвейерно так. А вот с Татьяной мы как будто просто начали дружить. Но знаете, она не просто делает продажи, она вкладывает в свое дело частичку души. Татьяна сама собирала нам посылку, я в полном неведении просто ее открывала. Я снимала этот обзор, но, честно говоря, я потом его посмотрела, ну, я просто доставала и понятия не имела, что это. Я решила, что сниму это после того, как мы уже этим всем воспользуемся. Татьяна вообще так достаточно мягко мне говорила: можете вообще ничего не снимать там, я от вас этого не жду. И я в таких расслабленных условиях тянула достаточно со съемкой этого видео, потому что я не хотела рекомендовать все подряд, я хотела действительно этим воспользоваться и понять, нравится мне это или нет. Сейчас на данный момент Татьяна собирает мне уже 3-ю посылку, я поняла, что уже пора снять видео. Дело в том, что косметика обладает небольшим сроком годности, натуральная, и Татьяна закупает только самые свежие продукты и высылает ее небольшими партиями. Я до этого никогда не имела ничего общего с натуральной косметикой. И сейчас, когда я в этой всей теме, я понимаю, что она мне нравится. Во-первых, то, что мне больше всего нравится, у Серафима больше нет аллергии. И я сейчас расширяю его меню, ввожу новые продукты, и те, на которые у меня были подозрения, что у него есть аллергия. И сейчас он полностью чистый, кожа чистая, нет ни шелушей, ни высыпаний, ни покраснений, как было до этого. То есть это, скорее всего, это была реакция не на продукт, это было на какие-то крема, порошки, не знаю, на шампунь, что-то на это было. Кстати, по меню я не собираюсь останавливаться, и мы будем с Серафимом дальше расширять меню. Каждую неделю мы вводим новый продукт, который вписывается в рамки безглютеновой, безказеиновой диеты. Что мы используем с Серафимом из косметики от Биомании? В первую очередь, это любовь всей моей жизни — кокосовое масло. Использую для массажа Серафиму. У Леруси очень сухая кожа, ее ничем невозможно намазать, потому что ее раздражает ощущение какой-то липкости. Ну, в общем, ей не нравится, когда ее мажут кремом, она не дается. Кокосовым маслом ей очень нравится, она мажется им сама. В общем, мажем Серафима, Леру. Я использую в качестве маски для волос. У меня очень сухие волосы, и
благодаря маслу волосы у меня сейчас не такие сухие стали. И также на кокосовом масле готовлю на нем еду. Это уже вторая банка. Первую мы уже полностью израсходовали. И просто, это открытие, которое, честно говоря, я всем советую обратить внимание на кокосовое масло. Кстати, наш дефектолог использовала кокосовое масло, когда делала массаж лица. Также, что еще? Мы используем Серафима. Абсолютно натуральный гель для стирки белья без аромата. Моющее средство для мытья детской посуды. Заколебалась я, честно говоря, с этой содой. Я с удовольствием пользуюсь вот этим средством. Так, моемся мы. Вот такой у нас теперь детский шампунь. Затем у нас теперь вот такая натуральная морская губка. То есть она, знаете, она выросла в море. Вот такая натуральная морская губка. Потом у нас теперь такая дощечка натуральная. И у нас большое количество мыла нам прислали. Взрослого и детского. Вот сейчас мы вот таким пользуемся. Очень нравится. Далее 2 детских крема. Крем семейный и крем детский. Зубная паста Серафима, которую можно глотать. Я с Татьяной уже это обсудили, что она связалась с производителем, что глотать эту пасту можно. И так как Серафим не может полоскать, поэтому мы чистим зубы теперь вот такой пастой. И еще... это концентрат для ванн хвойный. Посоветовала перепатолога для того, чтобы Серафим лучше спал ночью в ванной с таким концентратом. И хоть я сама попросила Татьяну положить его, я долго боялась его использовать. Я боялась, что будет страшная аллергия. И первый раз, наверное, я в ванну добавила прям вот столечко. Но все нормально, мы используем, никаких реакций нет. Я не знаю, насколько это повлияло на сон Серафима. Но сейчас он вроде спит неплохо. Так, теперь про товары для меня. Да, я получила посылку с красотой. Вот я хочу сказать, что на самом деле я никогда раньше не заморачивалась по поводу покупки средств для себя. Покупаю обычно все самое дешевое. Например, такие марки, как «Чистая линия» и по уходу за собой, там, за волосами, за лицом, за телом. Хочу отметить, что Татьяна сама мне сказала, какой у меня тип кожи, какой тип волос, и... судя по видео, потому что у нее большой опыт. И я такая, да, все так, все верно. И она сама мне подобрала всю косметику, то, что она мне прислала, мне все подошло. Правда, я еще попробовала не все, я пробую все по очередности. Так, сейчас я расскажу то, что мне больше всего понравилось. Кокосовое масло все равно занимает первое место, но вся остальная косметика тоже есть достойные варианты. Например, это косметика белорусская, косметика Сатева, пенка и тоник. Они очень прикольные. Крем для век от Живицы и 2 крема, дневной и ночной, от Олеси Мустаевой. Так, и для волос, чем я сейчас пользуюсь, вот такой шампунь натуральный. Альпийские травы, красно-полянская косметик. Он без колпачка, потому что я сейчас вот прям буквально 40 минут назад мыла голову, сняла колпачок, и он пропал. Это вот, это свойство нашего странного кота, который тырит все колпачки. Так, еще вот так, сейчас я пользуюсь вот таким бальзамом для волос и маска для волос от Живицы. Есть то, чем я еще не успела воспользоваться, но планирую сделать это в ближайшее время. Это гиалуроновый гель 25+. Это, насколько я прочитала отзывы людей в интернете, хорошо помогает от первых признаков старения, от каких-то там типа гусиных лапок. У меня есть это, и вы мне часто об этом пишете, что... Вообще вы мне часто пишете поменьше шевелить бровями, но я, честно говоря, вообще не замечаю, чтобы я ими шевелила. Еще есть гидролат алоэ вера. Это то, которое можно просто везде. Гидролат, что это? Это и лицо, и волосы, и корни, и вся длина, и для тела. Это для компрессов, ванночек, ароматерапии, увлажнения воздуха, для обогащения массы, глин, космических средств. В общем... можно везде. Еще есть натуральная зубная паста. Тоже еще не успела воспользоваться. Твердое мыло. Твердый шампунь. Какое мыло? Твердый шампунь. Маски для лица. Название масок для лица у меня очень нравится. Мой до дыр, ведьмино зелье и красавица болотная. Вот еще есть средства, которые прислали просто для дома. Это еще есть средства, которые просто для дома. Так, есть средства для дома. Это гель для мытья пола. Мне, кстати, он очень нравится. Потому что он, с одной стороны, натуральный, с другой стороны, у него есть небольшой аромат апельсинки. И вот еще есть средство чистящее для сантехники. Вот, и еще у нас теперь большой запас мыла ручной работы. Могу сказать, что они пахнут не так, как пахнет обычное мыло.
но пахнет приятно. Что я могу сказать в общем по этой косметике? Вот лично я пользуюсь. Понятное дело, что я уже рассказала про Серафима, что мы все попробовали, и что у Серафима нет на это аллергии, и мы будем дальше этим пользоваться. Что касается меня, у меня стала лучше кожа. Но, честно говоря, потому что я особо никогда не запаривалась этим всем очищением, у меня не было тоника, у меня была просто пенка чистая линия и крем тоже там какой-то самый дешевый. Сейчас это я обязательно и пенкой, и тоником, и крем ночной, дневной, и веки. Ну, в общем, из-за того, что я стала как-то более серьезно к этому относиться, или, может быть, действительно косметика лучше, то у меня стала кожа. У меня она была смешанного типа, более жирная в некоторых местах, сейчас она более нормальная. Волосы стали не такие сухие, но тоже, с другой стороны, волосы не сухие, я до этого не делала никаких вообще масок, а сейчас я занялась этим вопросом, все делаю. То есть и эффект плацебо тоже никто не исключает, потому что до этого я пользовалась самой обычной косметикой, а сейчас я действительно вижу, что это хорошая косметика, и она мне нравится, и может быть еще эффект, такое ощущение классности какой-то появляется. Первое, что бросается в глаза, когда связываешься с натуральной косметикой, это то, что она имеет непривычный запах. Вначале мне даже показалось чуть неприятным, но сейчас я к нему привыкла, и сейчас я просто, честно говоря, обожаю этот запах, и он для меня означает какое-то ощущение вот натуральности, но при этом хорошего продукта. Мне нравится. Я сейчас вот вспоминаю, как я получала посылку, открывала эту коробку и доставала все эти баночки, пузырёночки, просто как инопланетянин какой-то, потому что я не сказать, чтобы сильно ухаживала за собой. И, конечно, это все очень приятно быть девочкой. И, конечно, надо ухаживать за собой, и материнство, и тем более особенно ребенок. Это не оправдание в том, чтобы за собой совсем не ухаживать и лениться намазаться кремом или сделать себе маску для волос. Мужья, на самом деле, они хоть и не разбираются в деталях, ничего не понимают в наших секретиках, но они чувствуют какую-то вот общую, наверное, энергетику, какую-то ухоженность за собой. И сейчас Артём с удовольствием поглядывает, как я на себя чего-то намазываю, делает мне комплименты, и ему в целом очень нравится. У него ощущение, что мне не все равно, как я выгляжу. Если вас действительно заинтересовала тема натуральной косметики, то я вам советую попробовать именно с магазинчика Биомания, потому что Татьяна — это та девушка, которая может устроить вам отличную экскурсию в мир натуральности и полезности различных средств. Будьте уверены, что вы получите мягкие средства без химии, самые свежие, между прочим. А также человеческое хорошее отношение. И еще приятности в виде пробничка в каждом заказе. Вот, например, мне положили различного вида пробнички. Мицеллярная вода. Все. Тусик, крем для лица, крема тоже, маски, мыло медовый арбуз, ночной крем для лица, солнцезащитный крем. У меня было больше этих пробничков, но я взяла их с собой в поездку, и я там их все, честно говоря, измазала. Татьяна, большое спасибо, вы действительно угадали, нам все подошло то, что вы прислали. И привет от Серафима, который сейчас без сухости и покраснений. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте подписаться, написать комментарий, что вы думаете по поводу моего лука, который растет в огороде. А также, что думаете по поводу натуральной косметики. Всех целую, пока!